Всем привет! И с вами Андрей. И сегодня мы будем рассматривать такую рубрику, как логические вентили в Майнкрафте. В реальной жизни их используют для вычисления в калькуляторах, компьютерах, телефонах. И они работают с задачной системой исчисления. И можно подумать, что это какие-то суперсложные схемы. Но нет, это самые простые схемы, которые я вам и покажу. Сначала мы должны рассмотреть задачную систему исчисления. Если у редстоуна нету сигнала и лампочка не горит, это 0. Если лампа горит и есть редстоун сигнал, тогда это единица. И с помощью двух состояний можно делать числа. Здесь вы можете спокойно прочитать, что там написано, поставив видео на паузу, а здесь числа. Можно увидеть, как они строятся. А логические вентили, они проводят как раз логические операции. Это логический вентиль не. Выглядит он вот так. Смотрите, если на его входе 0, на выходе единица. Если на входе единица, на выходе 0. Это две реализации. Дальше у нас идет логический вентиль И. Если на этом входе будет единица, у нас будет 0. Если на этом тоже. Если на оба, у нас будет единица. Видите, у нас вот эти вот схема с воронками. Если мы в воронку кинем рычаг, у нас будет 0. А если здесь, допустим, редстоун, тогда у нас будет единица. И лампы будут горят. А работает это за счет компаратора, потому что компаратор является индикатором сигнала. Если мы в компаратор бросим редстоун, тогда он будет как раз выдавать сигнал. Они дотягивают, потому что это все зависит от количества предметов. Если мы, допустим, 8 факелов положим, у нас не будет гореть лампа. Если мы стак компаратора, то есть повторителей, тогда у нас будет сигнал. И вот так это все работает. Дальше у нас идет компаратор с включенным факелом. Как мы видим, у нас впереди включен факел. Компаратор проводит сигнал. Однако, если мы здесь подадим сигнал, у нас будет тогда 0. То есть это как инвертор. И за счет этого можно создать И на компараторах. Если мы здесь будем подавать сигнал, у нас будет 0. Если здесь тоже будет 0. А если на оба, у нас будет единица. И работает это за счет отключения. Этот закрыт, значит он ничего не проводит. Этот закрывается, и этот закрывается, и тогда они проводят. Дальше у нас идет или. Если на одном входе хотя бы есть единица, то на выходе если на оба тоже будет единица. И это была триада логических вентилей. То есть на основе их строятся другие логические вентили. Есть такая же схема. У нас горит эта лампочка. Если мы на или бросим в воронку, допустим, компаратор, то тогда этот инвертор отключится и включится это. Тогда у нас будет гореть другая лампочка. Можно это и сделать. Как мы видим, все работает. Так вот, и вот, если мы возьмем или и подсоединим к нему не, у нас будет снова логический вентиль. Или не. У нас единица, однако 0 будет, если мы подадим единицу на обои, на один хотя бы вход. То есть у нас единица, если на оба входа 0. А если хотя на одном входе есть единица, то у нас будет 0. Если на оба тоже будет. Так же, как и. Это все были простые логические вентили. Дальше у нас идет исключающее или. То есть это исключающее или. Почему оно так называется? Потому что здесь и не или и. Если мы на одном входе подадим единицу, то у нас будет единица. Если здесь, тоже будет у нас единица. Если на оба, у нас будет 0.
Потому что это взаимоисключающая функция. Что на оба входа подаем единицу, а на выходе у нас 0. Также еще реализация на компараторах. У нас есть еще другой логический вентиль, исключающее или не. У нас единица, на одном входе подаем единицу, у нас 0. Здесь тоже. Однако, если на оба входа, тогда у нас будет единица. Здесь вот такая же вот реализация. А чтобы его построить, он выглядит вот так. Да, сложно, понимаю. За счет этого мы можем создать самый простой калькулятор, который состоит из и исключающего или. Он может считать два числа 1 и 0. Как мы знаем, 1 это 1, 2 это 1, 0. И это функция сложения. Такая штука называется полусумматор. Если мы хотим, допустим, посчитать 1 плюс 0, у нас будет 1. Как мы это видим. Если мы хотим посчитать 0 плюс 1, у нас будет тоже 1. А если мы... А если мы хотим посчитать 1 плюс 1, у нас будет 1, 0. В дочной системе это 2. И выглядит он вот так и работает просто. У нас есть вот несколько реализаций. К примеру, у нас есть реализация на компараторах. Точно так же работает. Точно так же у нас еще реализация на вот таком вот исключающем или. Но работает он одинаково. Это все были компараторные и красные факелы, как сказать. У нас была логика на компараторах и на красных факелах. На реальной жизни не используются компараторы красных факелов. В реальной жизни у нас используются транзисторы. Из них тоже можно делать логические схемы. Допустим, здесь мы подаем единицу. У нас 0. А если здесь, то у нас будет единица на выходе. И это транзистор. И можно подумать, что из одного транзистора можно создать логический вентиль И, но не совсем. И то, что в реальной жизни мы можем включать и выключать наш компьютер. И вот смотрите, этот сигнал, то есть редстоун сигнал, это по сути, как вам так сказать, это по сути как бы питание. То есть это питание для нашего транзистора. Так поскольку компьютер питается от розетки, это есть блок питания и все такое. Так вот, транзистору нужно питание. Как бы. А это как бы переключатель. То есть подаем единицы, и у нас на выходе единица. Потому что это проводниковое устройство. Ну, в реальной жизни у нас это поршень с камнем, который является проводником. И за счет этого можно делать схему. Вот у нас питание, и у нас вот есть два входа. Это И. Если мы здесь подаем единицу, у нас будет 0. Если здесь тоже. Если на оба, у нас будет тогда единица. У нас есть также еще или. Есть у нас также еще исключающее или. Оно состоит из исключающего или не и инвертора. Работает оно так. У нас сигнал идет по транзистору. У нас есть два канала. Это первый канал, это второй канал. Сигнал идет по первому каналу к лампочке. И у нас единица. Когда мы подаем здесь единицу, у нас сигнал идет по каналу, однако второй транзистор не проводит этот сигнал. И здесь точно так же. Он идет по этому каналу, однако его не проводит второй. А если мы на оба, то оба транзистора проводят как раз. А
по сути, здесь у нас стоит еще инвертор, то есть не. И здесь тоже есть вот сумматор на транзисторах. Понимаю, выглядит как огромная дорога из поршней редстоуна. Но работает он точно так же. Вот у нас единица. Здесь тоже единица. А если на оба входа, у нас будет 1-0. Работает он точно так же. У нас здесь и исключающее или не с инвертором. Правда, это все сделано гораздо компактно. Потому что транзисторы в Майнкрафте нужны для того, чтобы уменьшить схемы. Ну и на этом все. Пока-пока.